Ох, этот судьбоносный вопрос: краска или обои? И люди ссорятся из-за этого, спорят, ругаются. А ответ-то очень простой, но он будет в конце ролика. А в серединке давайте разберем плюсы и минусы каждого из этих решений. С вами снова Говорящая голова, я ее ведущая Наталья Шелковская, а вы на канале Шелнат. Сперва разберем обои. Плюсы обоев в первую очередь в новостройках. Когда дом еще не осел, а это примерно 3-5 лет после строительства, обои рекомендуются особенно, потому что они могут скрывать мелкие трещины, которые появляются, пока этот дом оседает. Особенно некоторые виды обоев, например, флизелиновые, отлично справляются с этой задачей и немножечко имеют собственное движение и собственную упругость, что хорошо. Еще один плюс – это то, что обои имеют свой рельеф, свою толщину, и они могут скрывать некоторые неровности стен. И таким образом вы можете значительно сэкономить на ремонте, потому что уже у вас будет частично стена выровнена за счет обоев. И под обои не нужно очень сильно готовить стену, не так, как под покраску. Третьим плюсом является то, что у обоев есть микрорельеф, и некоторым людям он кажется уютнее, чем обои под покраску. И вот этот вот микрорельефчик, за который мы можем зацепиться взглядом, и который создает для некоторых более уютную атмосферу, является зачастую решающим фактором для принятия решения в пользу обоев. Четвертым плюсом является то, что обои, если они не виниловые, минимизируют появление плесени под ними. Они могут дышать и пропускать воздух. А вот виниловые обои зачастую максимизируют вероятность появления этой плесени. Но это очень, скажем так, распространенное мнение. Мне интересно, в ваших квартирах, в ваших домах такое случалось, и как вы с этим боретесь, если случалось? Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Об обоях можно снимать, конечно, отдельный видеоролик, потому что на эту тему есть очень много информации. Есть бумажные обои, есть флизелиновые обои, есть виниловые обои, есть стеклообои. Вкратце я сделала обзор в своем инстаграме, который, кстати, потом у меня запросили поставщики обоев для того, чтобы разместить эту статью на сайте у себя и для того, чтобы обучать персонал. Так что вы обратите внимание на эту статью, а потом, может быть, позже я сделаю более подробный ролик о составе обоев, из чего они делают. Бумажные обои, но это самые привычные обои, которые вы знаете. Флизелиновые обои, грубо говоря, это усложненная версия бумажных обоев. Они прикольнее, они круче. И есть еще виниловые обои. Это обои с флизелиновым основанием, сверху покрытые винилом. Винил — это самый плохой материал, который вы можете добавить в свой ремонтный винегрет. И это не самый экологичный материал, назовем его так. Он будет отдавать еще некоторое время вам этот свой неэкологичный запах. А если вы сделаете полы с винилом, обои с винилом, потолки ПВХ, поливинилхлорид с винилом, то вы с ног до головы себя обкрутите этим винилом, и что от этого ждать, знает только сам Ван Гог. Из минусов обоев можно отметить то, что обои в среднем держатся 5-7 лет. Дальше нужно будет думать о замене. Еще один минус – это то, что обои рвутся без возможности восстановления. И большая часть обоев моется достаточно плохо и проблематично. За исключением, конечно, виниловых, у которых есть верхний виниловый слой. Еще обои имеют стык. И иногда этот стык может быть очень сильно заметен. И иногда даже сразу после ремонта, что вдвойне обидно. А еще обои непригодны для помещений с повышенной влажностью, либо с большими температурными перепадами. Краска. Из плюсов можно отметить то, что если все сделано правильно и по технологии, то вы получите стены хорошие, ровные, качественные на века и без трещин. Конечно, для этого лучше использовать всякие стеклохолсты, стеклообои, но ваши маляри это знают, я уверена. С краской можно очень быстро отреставрировать или перекрасить поверхность стен. Для этого нужны минимальные вложения. Отреставрировать такую стену, если вы ее скололи или поцарапали, очень дешево. Еще один плюс – то, что за стенами, которые подготовлены под покраску и покрашены,
очень легко ухаживать. Даже глубокий мат очень легко очистить с помощью меламиновой губки. Я вот прям всем рекомендую, у кого стены под покраску, обязательно купить эту меламиновую губку в гипермаркете или заказать в интернете, потому что она творит настоящие чудеса. Она со стен матовых удаляет даже шариковую ручку без следа. Очень классная вещь. Но, конечно, ее нужно использовать по назначению, и мыть ей посуду все-таки не стоит. А то мне понапишут в комментариях, что меламиновая губка убивает наших детей, потому что частички меламиновой губки остаются на посуде после того, как они помоют ей посуду, и они скапливаются в организме. Ну, конечно, нельзя меламиновой губкой мыть посуду. Нет, нет, нет. Но, конечно, матовую краску никто не наносит на стены, матовую краску наносят только на потолок. А вот на стенах уже должен присутствовать 5-7% глянец, для того, чтобы вам легче было за ней ухаживать. Чем больше глянца будет в вашей краске, тем легче вам будет ее отмывать. Но есть особый тип краски с воском в составе, который прямо создан для того, чтобы вы его поливали кетчупом, кофе и вином. Так что наслаждайтесь. Из минусов. Подготовка стен требует большого мастерства от строителей. Они должны много уметь и много знать, чтобы правильно подготовить стены под покраску. Стены под покраску это как бы дороговатенько, потому что у вас больше уйдет материала и больше расход будет на строителей, которые знают, как правильно сделать стены под покраску. И третий пункт это то, что это как бы еще и долговатенько, потому что у вас увеличивается время, которое вам необходимо будет затратить на ремонт. И вот оно очень простое решение, которое я обещала вам в начале этого ролика. Если у вас новостройка, если у вас ограниченный бюджет и абсолютно нет времени, то определенно точно стоит выбрать обои или обои под покраску. Но если вы хотите сделать фундаментальный ремонт на долгие-долгие годы, и если вы хотите очень легко и быстро реставрировать ваши стены и менять их цвет, то ваш выбор это стены под покраску. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите ваши вопросы в комментариях, или не только вопросы, а может быть какие-то восклицания. Я с удовольствием все это прочитаю. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!